Сегодня поговорим о ходе военных действий за прошедший месяц и плюс уже почти одну неделю. Напоминаю каждый раз и напомню сегодня. Эта война абсолютно безумна, и начала ее Россия. Никаких адекватных целей Россия не ставит и достичь не может, а может лишь сломать жизнь соседу и себе. Но война идет, а значит нам с вами надо понимать, что там происходит. И сегодня мы будем говорить о войне. Главной новостью последней недели стали переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле. Насчет любых таких двухсторонних контактов есть общее правило. Исходные позиции в каждом раунде переговоров определяются не за столом, за которым сидят делегаты, а на поле боя, где сражаются две армии. Именно положение на фронтах в первую очередь определяет и ход переговоров, и сущностные вопросы, и саму их тональность. Почти весь март российская и украинская армии находятся в клинче. Изменение линии фронта сложно назвать радикальными. Взятие Херсона как было единственным успехом российских войск в захвате областных центров, так и остался им. Десант в Одессе не высажен, Николаев парировал попытки его захватить. Продолжаются городские бои в Мариуполе, жители города по-прежнему находятся в блокаде. К северу продолжают успешно обороняться Киев, Чернигов, Сумы и Харьков. Объявленное российским Министерством обороны снижение боевой активности на киевском и черниговском направлениях может означать перенос усилий в зону самых упорных боев, на Донбасс. Хотя, конечно же, нужно с осторожностью относиться к сообщениям воюющей армии о своих ближайших планах. На Донбассе в ожесточенных сражениях участвует наиболее боеспособная группировка вооруженных сил Украины с одной стороны и совместные силы российской армии в формировании ДНР и ЛНР с другой. Войска так называемых народных республик укомплектованы срочниками, которых гонят на хорошо укрепленные позиции. Это отдельная трагедия безумной войны, и по мере интенсификации боев на Донбасском фронте она будет лишь становиться хуже. Между тем, в украинскую армию загонять людей насильно не приходится. Украина, по сути, ведет свою отечественную войну, в которой участвует весь народ, да еще и ленд-лиз Запада ей сильно помогает. Почему вообще наша страна развязала эту никому не нужную и безумную бойню? Почему российская армия пришла в Украину, силой пытается захватить украинские города, да еще и завязла там на территории страны? Сегодня попробуем поговорить об этом и выяснить, что же случилось и почему. Прежде чем переходить к оперативно-стратегическим вопросам, давайте проговорим важную теорию. Это необходимо для понимания истоков всего того кошмара, который мы наблюдаем в реальном времени прямо сейчас. Если вы спросите, что есть общего между Соединенными Штатами Америки и Россией, ответ будет такой. Это уникальное свойство самонадеянно вторгаться в чужие страны, ничего вообще не зная и не понимая про эти самые страны. Так, советские руководители 10 лет, начиная с 1979 года, разыскивали среди гор Афганистана рабочий класс, чтобы помочь братскому афганскому пролетариату построить социализм. Пролетариат в Афганистане они искали. Вскоре после этого, ничему не научившись на чужих ошибках, американская армия сама пошла устанавливать либеральную демократию в Ираке. Принесенная на штыках либеральная демократия в Ираке. Что могло пойти не так? Затем почти 20 лет российская пропаганда, причем даже справедливо, рассказывала, к каким ужасным проблемам и вообще ужасам привела попытка принудительной демократизации иракского общества. Но зачем она об этом рассказывала? Чтобы были сделаны какие-то выводы? Может быть, такие выводы, что не нужно вторгаться в чужие страны и пытаться наводить там свои порядки? Нет. Чтобы в 2022 году российская армия сама начала денацификацию Украины. Тут можно возразить, мол, Украина это же не Ирак и не Афганистан, а совершенно понятная соседняя страна. В таком легкомысленном отношении как раз и кроется та ловушка, в которую угодило руководство России. Украина это очень сложное государство, с очень непростой историей и далеко не очевидной структурой общества. Российская пропаганда создала иллюзию, будто мы все знаем об Украине, причем гораздо лучше самих украинцев. Но это не так. Россияне, в первую очередь высшие должностные лица, принимающие судьбоносные решения, в действительности не знают об Украине ничего. Вот послушаешь пропаганду и выступления лично Путина,
Так, по их словам, украинский народ все страдает и страдает под властью злобной хунты, захватившей власть на Майдане. Все ждет и ждет украинский народ русских освободителей от фашистско-майданного ига. Вот спрашивается, какую майданную хунту Путин нашел в Украине в феврале 22 года? Где вы были все эти 8 лет? Украина — это не Россия, там власть уже дважды успела поменяться. Те, кто пришел на место Януковича и партии регионов в 2014 году, сами успели вдребезги проиграть свои следующие выборы. Причем это было вполне предсказуемо. Вся электоральная история Украины в 21 веке — это качели. То Ющенко побеждает Януковича, то Янукович Ющенко. Постоянное на протяжении многих лет перемывание косточек Украине по российскому телевидению создало опасную иллюзию нашей полной осведомленности о внутриукраинской кухне. Но надо понимать, российская пропаганда никогда не ставила перед собой цели в чем-то разобраться и составить целостное и объективное представление об Украине. У Роспропаганды всегда были заранее придуманные идеологические концепции. А дальше пропагандисты среди всего массива информации под микроскопом выискивали только те факты, которые подходили под заведомо прописанный концепт. Российское, как политическое, так и военное руководство принимало решение о вторжении в Украину не на основе объективной информации, а руководствуясь лишь какими-то идеологемами, фантазиями и очень пристрастно подобранной информацией. Путин, Шойгу и Герасимов ничего не знали о той стране, в которой решили вторгнуться. Это же Украина, с ней все понятно, думали они. Мы же телевизор посмотрели, Скобееву с Соловьевым. Но ничего им понятно не было. Их уровень экспертизы недалеко ушел от идей построения социализма в Афганистане. Еще немного необходимой теории. Когда глава государства принимает решение о применении вооруженных сил, он должен ответить себе сам на фундаментальный вопрос. Какова цель военных действий? Философские концепции, политические лозунги, абстрактные процессы и личные представления об исторической справедливости не могут быть целями войны. Цель — это что-то четкое, конкретное, конечное, измеримое и достижимое. Цель должна быть такой, чтобы ее можно было изложить на половине листа А4. Еще до того, как боевые действия начались, глава государства, если он зачем-то вознамерился начать войну, уже обязан иметь в голове картину желаемого послевоенного устройства. Как бы цинично это ни звучало, войны начинаются для того, чтобы улучшить положение своей страны по сравнению с довоенным временем, а не ухудшить. Надо представлять себе не только выдружение флага над чем-нибудь или парад где-нибудь, но и желаемый мир после войны во всей его полноте. Что после победы-то будет происходить? А то может запросто оказаться, что самая блестящая военная победа приведет к таким послевоенным издержкам, что лучше и вовсе никого не побеждать. Казалось бы, все вышесказанное — это азбука. Этому учат в университете на самом базовом курсе госуправления просто в качестве фоновой информации для курса по урбанистике. Даже я прослушал такой курс. Ну, он был дополнительный, я отдельно заинтересовался. Но даже я его прослушал, хотя я совершенно не интересовался военным делом. Это азбука понимания любого решения в государственном управлении. Тем более военного, но вообще-то любого. Казалось бы, должен же Путин и руководство страны это понимать. Настолько очевидные истины, что даже как-то неловко их повторять. Но, как оказалось, повторять их необходимо. В первый же день войны вместо понятных целей на россиян вывалили целый ворох всевозможных абстракций, лишенных хоть какой-то конкретики. Далее, в течение войны, а идет она чуть больше месяца, цели постоянно менялись. При этом уже на ходу придумывались все новые и новые оправдания, почему решение вторгнуться в Украину было якобы необходимым и неизбежным. Про это я уже делал видео. Эта война по определению не могла не превратиться в яму, из которой потом будет непонятно как вылезать. Если ты двинул танки, не ответив сам себе на вопрос, куда и зачем, куда они должны прийти и что там сделать, то военная катастрофа уже предопределена. Даже малый бизнес нельзя так начинать, ларек открывать, не то что большую войну. Еще с ранних советских времен мы унаследовали болезненную двойственность в нашей внешней политике. В ранние советские годы был Народный комиссариат иностранных дел, который более-менее что-то смыслил в иностранных делах. Но параллельно с ним работал Коминтерн, страдающий марксизмом-ленинизмом головного мозга. То же самое было устроено и в армии.
Есть командир с какими-никакими военными навыками, военным образованием, и есть рядом с ним политрук, у которого в уме сплошные лозунги. Настоящие профессионалы, что во внешней политике, что в военном деле, это страшно занудные люди. Они мыслят категориями целей и задач, просчитывают необходимые ресурсы, они определяют сроки и продумывают возможные последствия. Хуже того, в конце всех своих занудных расчетов профессионал может взять да и заявить: «Ваша светлость, ничего из вашей затеи не выйдет». Цели четко не определены, конкретные задачи не поставлены, да и в любом случае нет у нас достаточных сил и средств для такого рода авантюр. Но подобные речи великому геостратегу выслушивать неприятно. Они портят настроение и всю его геостратегию. Поэтому профессионалов от трона со временем отдаляют. То ли дело идеологи и политруки. У них речь льется как музыка. В ней, конечно, нет четкой структуры, зато есть и метафоры, и аллегории. Они несут полную ахинею. Но как они ее несут? Настоящее искусство. Не столь важно, кого именно обчитался придворный идеолог, Карла Маркса или Ивана Ильина. Он в любом случае будет погружать начальство в мир красочных мистерий, фантасмагорий, роскошных воздушных замков, не отягощенных приземленным фундаментом реального мира. 26 февраля РИА Новости, одной из главных кремлевских СМИ, опубликовала статью, заранее написанную ко Дню Победы над Украиной. «Наступление России нового мира» она называлась. Статья была очень быстро удалена с сайта, но интернет ее, естественно, сохранил и запомнил. Начинается она так. «Новый мир рождается на наших глазах. Военная операция России на Украине открыла новую эпоху, причем сразу в 3 измерениях. И, конечно, в 4, внутрироссийском, начинаются новые периоды в идеологии, в самой модели нашего социально-экономического строя». Цитировать дальше этот бред высокопарный выше моих сил, но вы статью обязательно найдите и попробуйте прочитать хотя бы частично. Вот прям загуглите «Наступление России и нового мира». Это будет незабываемое знакомство с теми удивительными мирами, сюрреалистичными вселенными, в которых витают умы людей, явно пересидевших на своих постах, однако принимающих очень важные судьбоносные решения, отправляющие сотни тысяч солдат воевать в Украину. Ну что ж, давайте теперь вернемся на Землю, на которой стали твориться оперативно-стратегические и, по сути своей, очень страшные вещи. Так, сейчас об этом всем будем говорить. Сначала рекламы опять сегодня нет, поэтому я просто хочу напомнить, что у нас есть Patreon. На него можно подписаться, если у вас есть иностранная карточка. Не у большой части моей аудитории есть иностранная, не российская карточка. Но у кого есть, если вы сможете подписаться на Patreon, будет очень здорово, вы очень поддержите нашу редакцию. Продолжим. Так вот, 24 февраля вооруженные силы России и подконтрольные ей силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР напали на Украину. В самые первые часы этой войны создалось впечатление, будто российская армия все-таки знает, что делает. Был нанесен массированный ракетный удар по объектам вооруженных сил Украины, складам, аэродромам, командным пунктам и средствам ПВО. Это классика военной науки и действия как по учебнику. Казалось, что российская армия работает технично, воплощает в жизнь прогнозы зарубежных военных экспертов и в течение 3 дней возьмет Киев. Тогда, в самые первые часы, туман войны скрывал от нас реальную картину, в которой, как потом выяснилось, не было места военной науке. Но реализовывались самые странные фантазии идеологов и политруков. Но реальная картина оказалась такова. На участках украинской границы, общей протяженностью примерно в 1500 километров, Россия ввела в бой около 150 тысяч своих военнослужащих, плюс несколько десятков тысяч насильно мобилизованных жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. И дело не только в том, что в совокупности это меньше вооруженных сил Украины, насчитывавших еще до мобилизации, по разным оценкам, от 180 до 260 тысяч человек. Дело в том, что армия вторжения оказалась размазана по огромной территории, по нескольким разным фронтам, не создав нигде концентрированного кулака, способного пробить украинскую оборону и продвинуться на достаточную глубину. Весь план военной кампании, очевидно, базировался на единственной идее, что украинская армия, за исключением нескольких сотен неких идейных националистов, в принципе не станет вообще обороняться. А местное население на преимущественно русскоязычном востоке Украины встретят вторгающиеся российские войска как родных с цветочками и хлебушком.
Согласно изначальному замыслу, украинские военные и мирные граждане должны были мыслить точно так же, как кремлевские идеологи, у которых в голове своя отдельная выдуманная Украина. Нет никакого другого объяснения, почему нападение было совершено столь малочисленным, да еще и распыленным по разным фронтам войском. Но сегодняшний ролик наш не об этом, а о самих военных действиях, поэтому продолжим говорить о них. Так вот, в реальной жизни для победы над Украиной следовало привлечь едва ли не весь личный состав миллионной российской армии, отправить в бой не батальоны тактической группы, а общевойсковые армии. Необходимо было обеспечить решающий перевес в силах на направлениях главных ударов, задействовать весь Черноморский флот и почти всю боеспособную российскую авиацию. Да еще и мобилизацию провести на случай, если все это не сработает. Было излишним оптимизмом думать, что вооруженные силы Украины можно было ошеломить всего лишь одним массированным ракетным ударом, чтобы они разошлись по домам. Для завоевания второго по площади государства в Европе требовалась готовность расстрелять весь свой запас высокоточного и перспективного оружия и понести, конечно, огромные потери. Наконец, нельзя было тешить себя иллюзиями относительно освободительной миссии. Пытаться оккупировать чужую страну и считать себя освободителем – это шизофрения, ведущая к военному провалу. Тут уж или крестик снять, или штаны надеть. Не будучи по своей натуре оккупантом, ничего ты не оккупируешь. Сейчас вооруженные силы России в полной мере действуют именно как оккупационная сила. В настоящий момент никакие правила приличия российская армия не соблюдает. Она стирает с лица земли целые города. Однако в начале войны она именно что и пыталась действовать, не запачкав белых перчаток. Хотя это было невозможно по определению. Нельзя взять город, готовый обороняться, не разрушив его подчистую. Российская армия пыталась сначала не разрушать, потом пыталась разрушать по чуть-чуть. Но логика войны неумолима. Сейчас города уничтожаются подчистую. Опять же, это полнейшее безумие. Зачем уничтожаются украинские города? Зачем это делается? Тут объяснение какое-то приходит в голову только как месть, что Путин мстит этим городам за то, что они ему не подчиняются, что не хотят жить под его властью. Как бы то ни было, это реально происходит. Вернемся в самое начало войны. Наступление российской армии на Украину сложно было назвать именно наступлением. Никакой атаки широким фронтом не было. Колонны российской техники просто двинулись вперед по автомобильным дорогам, самоуверенно, не ожидая ни засад, ни ударов с воздуха. Причем украинские военные зачастую просто пропускали вперед бронетехнику и атаковали идущие следом колонны снабжения. Ушедшие вперед бронированные машины вскоре просто вставали без дозаправки. Большое количество бронетехники в исправном состоянии российские военные попросту бросили из-за отсутствия топлива, а также из-за непонимания солдатами и младшими офицерами, зачем они здесь и что им надо делать. В результате эти танки, БТРы и мотолыги затрофеяли украинские вооруженные силы. Недавно Forbes выпускал статью, в которой говорилось, что после месяца войны у украинской армии танков стало больше, чем было до ее начала. Для того, чтобы выставить охранение на уже пройденной территории, российской стране попросту не хватало войск. Да и были задачи типа поважнее, чем закрепить собственные тылы. Впереди всех остальных на Киев бросили колонну Росгвардии с дубинками и щитами. Росгвардия — это не армия, ее задача не воевать, а разгонять протестующих. А воевать пришлось, и росгвардейскую колонну под Киевом быстро разбили. Это просто в голове не укладывается, до какой степени российское политическое и военное руководство не рассчитывало, что украинцы окажут сопротивление на своей же земле. Сами даты говорят об этом. Мы уже говорили о предположении, что специальную военную операцию хотели завершить как раз за 3 дня, что предсказывали и американские аналитики. Аккурат к 27 февраля, ко дню специальных военных операций. Но даже если я ошибаюсь, есть факт. Наступление было начато прямо перед началом весенней распутицы. Явно собирались закончить до наступления весны. Никто и не думал, что придется воевать в марте и далее. Все-таки не случайно и Наполеон, и Гитлер нападали на нашу страну в июне, чтобы было достаточно времени до межсезонья, когда армия потонет в грязи. Танки, может, грязи и не боятся, хотя совсем не все. А вот грузовик, бензовоз проедет далеко не везде. Отдельно стоит сказать о Владимире Зеленском. В прошлом он сыграл немало ролей, и далеко не все были героическими. Но стоило бы накануне войны понять,
что сейчас он не в образе. Он настоящий всенародно избранный президент Украины. Этот человек получил мандат от народа в ходе честного голосования вовсе не для того, чтобы в случае опасности куда-то сбежать. Зеленский повел себя как настоящий лидер и возглавил борьбу своего государства за независимость. Чего российские идеологи, ничего не знающие об Украине, тоже явно не ожидали. Прямо сейчас или в скором будущем возможны значительные перегруппировки или изменения расклада сил на фронтах. Поэтому предлагаю еще раз кратко обозреть различные фронты российско-украинской войны на момент съемки видео. Как бы дико это ни звучало, российско-украинской войны. В начале войны на севере из Беларуси и России были нанесены удары на Киевском и Черниговском направлениях. Именно здесь, на момент записи видео, российская страна взяла на себя, то ли обязательство, то ли просто объявила снизить свою военную активность. Войска, идущие к Киеву из Беларуси, по сути взяли под контроль Чернобыльскую атомную электростанцию. Под Киевом в Гостомеле был высажен вертолетный десант, который с большим трудом, не с первого раза, понеся огромные потери, но все же как-то закрепился на территории аэродрома и дождался прихода основных сил. Далее уличные бои развернулись в ближайших пригородах Киева – Буче и Ирпене. Здесь жили люди, которые, подобно жителям городов-спутников Москвы, каждый день ездили на работу в столицу. Сейчас Буча и Ирпень разрушены. Большинство местных жителей лишились крова, а некоторые и жизни. Они приняли на себя удар, направленный на Киев, и именно здесь, на ближайших подступах к столице Украины, этот удар был остановлен. К северо-западу от Киева обороняется Чернигов. Чернигов сейчас не так на слуху, как Мариуполь или Харьков, но и он был подвергнут обстрелам, там большие разрушения. Чернигов — это город, сохранивший, я очень надеюсь, что все еще сохранивший, важнейшее наследие общей украинской и российской истории. Древнерусские храмы здесь тщательно восстанавливали после немецкой оккупации, и если их придется восстанавливать заново, то получится очень уж мрачный символизм. Совсем не то, что нужно, повторяет наша страна под варварским лозунгом «можем повторить». Сейчас уже достоверно известно, что в результате российского удара в Чернигове был уничтожен уникальный архив с документами, свидетельствами преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны, что тоже символично. Но главное, в Чернигове погибло множество мирных жителей. К востоку продолжают обороняться Сумы и Харьков. В Харькове особенно сильное разрушение. По сообщениям мэра города разрушено около 1200 домов. Теперь посмотрим, что на юге. Ожидавшейся в течение всех этих недель высадки морского десанта в Одессе так и не произошло. Теоретически, высадившись в Одессе, российская морская пехота могла бы пойти на соединение с миротворческим контингентом в Приднестровье. Отсутствие десанта можно объяснить разными причинами. У Черноморского флота, скорее всего, нет сил и средств для высадки стратегического десанта. Речь скорее могла идти о тактической операции. Но недостаточно многочисленный десант, прибытие которого, к тому же, явно ожидает противник, может понести просто неприемлемые потери, то есть сразу весь погибнуть. Если вы смотрели фильм «Спасти рядового Райана», то знаете, что морские десанты в принципе относятся к числу самых сложных операций, а осуществлять такую операцию без эффекта внезапности и достаточного количества морпехов, это просто совсем уж безумие. К востоку от Одессы успешно обороняется Николаев. При этом именно с Николаевым связан один из самых кровавых эпизодов этой войны. Российской армии был нанесен удар по местным армейским казармам. Погибли по меньшей мере десятки украинских военнослужащих. Этот удар окончательно завершил все разговоры о том, что, дескать, украинские солдаты и офицеры нам не враги. А позавчера российская ракета прилетела в здание Николаевской администрации. По всей видимости, целью был Виталий Ким. Он стал одним из узнаваемых лиц этой войны с его практически ежедневными сводками из Николаева на русском языке, которые он делает. Я их смотрю все. Он сообщил, что проспал в этот день, пришел позже, собирался прийти позже на работу, и вот примерно в его кабинет и попала российская ракета. Там тоже погибли люди. И люди гражданские. При этом взятие Николаева на повестке дня сейчас не стоит. Продолжаются бои в Мариуполе. От самого города почти ничего не осталось. В нем абсолютная гуманитарная катастрофа.
Украинские власти оценивают число погибших во время боев и блокады в 5000 человек. По словам мэра города, 170 тысяч человек продолжают находиться в блокаде, без крова, в некогда развитом, почти 500-тысячном городе. Остались почти все. Стоит сказать, что многие мариупольцы – это переселенцы из ДНР, то есть люди, уже потерявшие свой дом раньше. Мариуполь – последняя горячая точка на протяжении так называемого сухопутного коридора в Крым. Он оказался между молотом и наковальней двух сходящихся ударов из Крыма и со стороны самопровозглашенной ДНР. Безусловно, сейчас главное внимание приковано к Донбассу. В задачи российской армии, насколько мы можем понять эти задачи сейчас, входят окружение и разгром донбасской группировки вооруженных сил Украины и установление контроля над всей территорией Донецкой и Луганской областей в их административных границах. Если кто не знает, ДНР и ЛНР контролируют лишь часть соответствующих областей, но претендуют на них целиком. К примеру, Мариуполь находится в подконтрольной Украине территории Донецкой области. Мнение местных жителей, а хотят ли они в состав ДНР и ЛНР, разумеется, никто сейчас не спрашивает. Возможно, кто-то из них 8 лет назад и надеялся на присоединение к России, но вот перспектива быть помещенным в какую-то народную республику людей явно не прельщала и тогда. А уж сейчас, после войны, блокады, разрушений, там Россию просто ненавидят. На Донбассе за последние 8 лет вооруженными силами Украины были оборудованы многочисленные оборонительные позиции, которые войска России, ДНР и ЛНР взламывают с большим трудом и большой кровью. В официальных брифингах Министерства обороны, которые озвучивает Коношенков, звучат даже такие фразы. Продвижение составило 800 метров. Взятие любого населенного пункта на Донбассе – это большой успех, чуть ли не парад объявляют, а судьба освобожденной от украинцев Волновахи, которая в результате городских боев разрушена на 85%, ярко иллюстрирует цену такого успеха и освобождения. Еще раз обращаю внимание, здесь в попытках окружить украинские силы и в убийственных лобовых атаках на подготовленные позиции используются люди, мобилизованные в войска ДНР и ЛНР. По факту их заставили, просто обычных людей, которые жили в Донецке и Луганске, заставили воевать и сейчас нападать на хорошо укрепленные украинские позиции. Это простые гражданские, непрофессиональные военные. Наверняка кто-то из них и, может быть, и хотел в 2014 году воссоединения с Россией, но погибать за какой-то непонятный и навязанный им ЛДНР не хотел точно никто. А пришлось. Таков вот путинский русский мир. Месяц и еще почти целую неделю идет российско-украинская война. Она никому не нужна. Она не решает никаких задач. Она была начата на основе неверного понимания реальности и ведется в нарушение известных принципов военной науки. Когда некоторые иллюзии насчет желания украинцев увидеть на своей улице российские танки испарились, вооруженные силы России не прекратили бессмысленные военные действия. Российская армия просто стала действовать несколько более эффективно. Другими словами, перестала хоть сколь-нибудь жалеть украинские города и украинских граждан, чтобы наконец достичь желаемого прогресса. Но никакого прогресса все равно нет. Есть только бессмысленные разрушения, смерти, страдания и ненависть людей, которые говорили преимущественно по-русски и еще совсем недавно неплохо относились к России. Российская армия уничтожает ту самую русскоязычную часть Украины, о необходимости защиты которой так долго говорил Кремль. Что ж, теперь Украине действительно нужна защита, но защищать ее нужно от российской армии. И украинцы, в том числе русскоязычные, идут защищать свою страну. В то время как иссякают технические, людские и моральные ресурсы российских войск, уже начинает приносить свои плоды мобилизация в Украине. Вооруженные силы получают новых людей, которых там конкурс по 6 человек на место. То, что сейчас происходит, это чудовищное безумие, которое необходимо остановить. Его нельзя было начинать ни с какой точки зрения, ни моральной, ни военной. Его нельзя объяснить никакой, даже самой циничной причиной. Здесь нет никакого холодного расчета, нет и не могло быть выгоды ни для кого. Это просто бесполезное, никому не нужное безумие. И никакая национальная гордость, если бы она вообще откуда-то могла тут возникнуть, не стоит того, чтобы оно продолжалось.
хотя бы еще один день. Каждый день войны – это национальный позор России. Чем скорее война закончится, тем скорее мы сможем начать хоть как-то от этого позора отмываться. Россия ничего из этой войны не получит уже. Да и не могла получить. Если мы прекратим воевать сегодня, это будет лучше, чем если мы прекратим воевать завтра. А если война закончится завтра, то это лучше, чем если она закончится послезавтра. Нет войне. И до завтра.